24 миллиона тонн бетона залили в одну плотину, хотя авария на турбине буквально сотрясла весь мир. Звучит невероятно, но Россия все-таки достроила этот гигантский монстр вопреки катастрофе. И вот как это стало возможным. Речь идет о Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, самой мощной в России и одной из крупнейших в мире. Она стоит на реке Енисей, в узком горном ущелье западного Саяна, там, где вода зажата отвесными скалами. Стена станции вздымается на 242 метра. Это выше, чем 80-этажный небоскреб. По гребню этой стены можно проехать больше километра. И вся эта громада сдерживает водохранилище, в котором помещается больше 30 кубических километров воды. Чтобы удержать такой напор, инженерам пришлось придумать особую конструкцию – орочно-гравитационную плотину. Она не просто стоит стеной против воды, а выгнута дугой, упираясь краями в скалы ущелья. Часть нагрузки берет на себя собственный вес бетона, часть передается в горы по бокам. Именно поэтому сюда и ушли те самые 24 миллиона тонн бетона, цифра, которую сложно вообразить. Этого хватило бы, чтобы построить несколько крупных городов. Строили ее мучительно долго. Первый бетон уложили еще в конце 60-х, а полностью станцию признали завершенной только в 2001-м. Больше 3 десятилетий работы, несколько поколений строителей, целые поселки, выросшие в глухой сибирской тайге, специально ради этой стройки. И вот, когда казалось, что все позади, что гигант работает как часы и питает электричеством половину Сибири, случилось то, что перевернуло представление инженеров всего мира о безопасности гидроэлектростанций. Утром обычного августовского дня 2009 года на станции, работавшей десятилетиями без единого серьезного сбоя, произошло нечто, чего в теории вообще не должно было случиться. То, что вырвалось из машинного зала в те секунды, весило почти 1000 тонн, и оно взлетело в воздух. Чтобы понять, что именно взлетело, нужно спуститься в машинный зал станции. Там стояли 10 гигантских гидроагрегатов, каждый весом больше 1000 тонн. Вода из водохранилища падала по стальным трубам с высоты почти 200 метров и с чудовищной силой раскручивала турбины, а те вращали генераторы, вырабатывающие электричество. Каждый такой агрегат – это сложнейшая машина размером с многоэтажный дом, наполовину утопленная в бетон. В центре внимания оказался второй гидроагрегат. К августу 2009-го он проработал уже почти 30 лет и как раз недавно прошел ремонт. На нем установили новую систему автоматического управления, которая должна была следить за режимом работы и мгновенно реагировать на сбои. Именно эта деталь позже станет ключевой в расследовании. Проблема была в том, что турбина не может одинаково хорошо работать на любой мощности. У нее есть режимы, в которых все идет гладко. И есть опасная зона, когда вода начинает бить по лопастям неравномерно, создавая вибрацию. Инженеры знали об этой зоне и старались проскакивать ее быстро. Но второй агрегат в то утро гоняли через нее снова и снова, потому что он подстраивался под скачки нагрузки в энергосистеме. Вибрация нарастала месяцами. Приборы фиксировали, что тряска превышает допустимые нормы в несколько раз, но агрегат продолжал работать. От постоянной дрожи крепежные шпильки, удерживавшие крышку турбины, начали разрушаться изнутри. В металле накапливались микротрещины, невидимые глазу. Из 80 с лишним шпилек к роковому моменту многие уже были ослаблены усталостью металла, а некоторые и вовсе лопнули. И в 7 часов утра с небольшим гайки не выдержали разом. Давление воды под крышкой турбины составляло десятки атмосфер, и когда крепление сорвало, этот напор выбросил многотонный ротор вместе с крышкой вверх, как пробку из бутылки. 1000-тонная конструкция вылетела из своего гнезда и пробила перекрытие машинного зала. А следом за ней в зал хлынуло то, что до сих пор удерживала турбина, вся мощь Енисея, обрушившаяся внутрь станции. Вода пошла в машинный зал со скоростью тонны в секунду. Через дыру, где секунду назад стоял второй агрегат, из водовода под гигантским давлением бил столб воды высотой в несколько этажей. Зал, где работали люди, начал стремительно заполняться. Тех, кто находился рядом, сбило с ног и понесло потоком кого, то прижало к оборудованию, кого-то смыло вниз, на нижней отметке станции. Но самое страшное было не только в воде. Когда второй агрегат разрушился, остальные 9 продолжали крутиться, а система защиты не сработала так, как должна была. Генераторы, залитые водой, начали замыкать. По залу прокатились вспышки, полетели искры, часть оборудования загорелась. Получилась дикая комбинация. Потоп и короткое замыкание одновременно. Вода и электричество в одном пространстве. На пульте управления в этот момент погас свет и пропала связь. Автоматика, которая должна была мгновенно закрыть подачу воды, оказалась обесточена.
потрачено, ведь питание она получала от самой станции, которую теперь заливала. Гидроэлектростанция, дающая свет миллионам, за секунды осталась без собственного электричества и без управления. Оставался единственный способ остановить катастрофу – вручную опустить затворы на гребне плотины, чтобы перекрыть воду, идущую к турбинам. Но затворы эти находились наверху, на высоте, и добраться до них можно было только пешком, по внешней стороне плотины. Несколько работников станции побежали туда, наверх, под хлещущей водой, зная, что каждая минута промедления – это новые тонны воды в зале. Один из них, инженер, вместе с товарищами вручную, с помощью физической силы и аварийных приводов, начал закрывать аварийно-ремонтные затворы. На это ушло около получаса, 30 минут, в течение которых вода продолжала прибывать. Только когда затворы наконец легли на место и перекрыли путь Енисею, потоп прекратился. Когда воду откачали и спустились вниз в машинный зал, стало понятно масштаб произошедшего. Погибли 75 человек. И почти сразу выяснилось, что толчок от разрушения станции зафиксировали приборы за сотни километров. Сейсмические станции в округе действительно зарегистрировали толчок в момент разрушения. Настолько мощным был удар тысячетонной массы о конструкции станции. И вот тут стоит вернуться к самой плотине и понять, почему эта авария могла обернуться куда большей бедой, чем гибель машинного зала. Все дело в том, как эту станцию вообще строили. Ущелье, в котором ее поставили, место с очень непростой геологией. Скалы здесь трещиноватые, а через реку проходит зона тектонических разломов. Когда в 60-х выбирали место, споры среди геологов шли ожесточенные. Одни говорили, что для такой махины основание слишком ненадежное. Другие настаивали, что скалы выдержат. Победили те, кто хотел строить. Проблемы начались еще до того, как станция заработала на полную. Первые же попытки заполнить водохранилище показали, что бетон в основании плотины пропускает воду. Фильтрация оказалась в разы выше расчетной. В нижней части стены пошли трещины. Вода находила себе дорогу сквозь тело плотины и просачивалась наружу. Для сооружения, которое должно простоять сотню лет, это был тревожный сигнал. Строителям пришлось буквально лечить плотину уже готовой. В трещины под огромным давлением закачивали специальную смолу и цементный раствор, заполняя пустоты и запечатывая пути протечек. Эту работу вели годами, и она действительно помогла. Фильтрация снизилась, стена стабилизировалась. Но осадок остался. Гигант с самого рождения был не совсем здоров. Была и еще одна деталь, о которой вспомнили после аварии. Плотину проектировали и строили в советскую эпоху, с колоссальным запасом прочности по самой стене. К бетонной громаде претензий не было даже после катастрофы. А вот начинка, оборудование, автоматика – все это старело. А модернизировали его по остаточному принципу. Ту самую опасную вибрацию второго агрегата фиксировали, документировали, но списывали на допустимую. Получилось, что несокрушимая стена стояла, а внутри нее десятилетиями назревала беда, которую никто не остановил. И когда она грянула, над станцией нависла угроза пострашнее затопленного зала. Угроза заключалась в простой арифметике. Пока станция работала, вода из водохранилища уходила через турбины. 10 агрегатов пропускали через себя огромный поток и одновременно сбрасывали уровень. Теперь агрегаты стояли мертвые, залитые водой, а Енисей продолжал нести в водохранилище свои воды, как ни в чем не бывало. Уровень начал подниматься. Если бы вода поднялась слишком высоко, ей пришлось бы переливаться через плотину, а этого орочно, гравитационная стена, не любит категорически. Для сброса лишней воды у станции был отдельный водосброс, но его пропускной способности в тот момент не хватало, чтобы одному справиться со всем притоком реки. Над инженерами навис призрак сценария, при котором главная стена начнет испытывать нагрузки, на которые ее в этот раз никто не проверял. И вот здесь начинается та часть истории, которую можно назвать инженерным безумием, в хорошем смысле слова. Чтобы спасти плотину, нужно было срочно построить дополнительный резервный водосброс, гигантский канал, по которому вода могла бы уходить в обход разрушенного машинного зала. И строить его начали не через годы, а немедленно, параллельно с разбором завалов и подъемом тел. Резервный водосброс представлял собой два огромных тоннеля, прорубленных в скале рядом со станцией, и каскад бетонных ступеней, по которым вода должна была сбегать вниз, гася свою бешеную энергию. Работы вели круглосуточно, в 3 смены, в лютые сибирские морозы. Бетон заливали подогревая, чтобы он не промерз и схватился как надо. Стройка, которая в обычных условиях заняла бы много лет, шла с невероятной скоростью. Одновременно решался вопрос посложнее – что делать с самой станцией? Из 10 гидроагрегатов уцелевших почти не осталось. Одни разрушило, другие затопило и покорежило.
Проще говоря, сердце электростанции было мертво целиком. И тут перед страной встал выбор, от которого зависело будущее всей энергетики Сибири: пытаться реанимировать старое или снести все до основания и собрать заново. Решение приняли радикальное: все 10 гидроагрегатов менять на новые. Не чинить, не латать, полностью заменить сердце станции с нуля. Это означало заказать 10 машин размером с дом каждая, изготовить их, довести до глухого сибирского ущелья и установить бетонные шахты-плотины. Заказ ушел на завод в Санкт-Петербург за 1000 километров от станции. Но сначала нужно было разгрести то, что осталось. Машинный зал представлял собой месиво из искореженного металла, бетона и грязи, залитое водой и машинным маслом. В водохранилище к тому моменту вылилось несколько сотен тонн трансформаторного масла. По Енисею пошло масляное пятно, и ниже по реке гибла рыба. Одновременно с восстановлением станции пришлось разворачивать боновые заграждения и собирать масло с воды. Разбор завалов вели осторожно. Каждый поднятый обломок мог весить десятки тонн, а под ними все еще находили погибших. Только чтобы вычистить зал и добраться до нижних отметок, ушли месяцы. Параллельно откачивали воду, сушили помещения, обследовали каждый метр конструкций, не пошли ли трещины по бетону, не сдвинулось ли что, то в теле плотины после удара. А зима наступала. Резервный водосброс достраивали в гонке со временем, потому что весной в половодье Енисей принесет пик воды, и к этому моменту у станции обязательно должен быть запасной путь для сброса. И его успели. Первую очередь резервного водосброса запустили меньше, чем через год после аварии, а полностью завершили еще через год. Теперь, даже если бы все агрегаты снова встали, вода уходила бы мимо, не угрожая стене. Одновременно шла работа, которую снаружи было не видно, но именно она определяла, будет ли станция жить. Специалисты насверлили в теле плотины сотни скважин и опустили в них датчики, приборы, следящие за каждым миллиметром смещения бетона, за температурой, за давлением воды внутри стены. Гигант посадили под постоянное наблюдение, будто пациента в реанимации. И вот, когда стройка водосброса уже выходила на финиш, из Петербурга пришла весть, которая заставила инженеров напрячься сильнее прежнего. Весть была вот какая. Завод брался изготовить все 10 новых гидроагрегатов, но это невозможно сделать за месяц или два. Каждая машина — это годы проектирования, литья, обработки, сборки. Полностью заменить сердце станции физически нельзя было раньше, чем за несколько лет. А электричество Сибири нужно было прямо сейчас. От станции зависели алюминиевые заводы, целые города, вся энергосистема региона. И тогда пошли на решение, которое и есть ответ на главный вопрос. Как гигант вернулся к жизни вопреки катастрофе? Станцию восстанавливали не всю разом, а по частям, включая агрегат за агрегатом, по мере того, как новые машины сходили с завода и приезжали в ущелье. Первые из уцелевших и наименее пострадавших восстановили в первую очередь, чтобы дать хоть какой-то ток. Затем один за другим стали приходить новые. Доставка каждого агрегата была отдельной операцией на грани возможного. Части машин весом в сотни тонн везли из Петербурга через полстраны, по железной дороге, по воде, по специальным укрепленным дорогам. Ротор гидрогенератора не помещался ни в один обычный вагон, и его транспортировка превращалась в спецоперацию с перекрытием трасс. А в самой плотине шла ювелирная работа на грани безумия. В бетонных шахтах, где раньше стояли старые агрегаты, монтировали новые, более мощные, современные, с настоящей защитой, которая теперь мгновенно остановила бы турбину при опасной вибрации. Ту самую ошибку, что стоило 75 жизней, закладывать в новую станцию было нельзя. И все это на плотине, куда за десятилетия ушли те самые 24 миллиона тонн бетона. На стене, которую после удара обследовали миллиметр за миллиметром и признали, она выстояла. Основная конструкция, вокруг прочности которой когда-то спорили геологи, приняла на себя катастрофу и не дрогнула. Именно это и позволило вообще затевать восстановление. Будь стена повреждена, станцию пришлось бы бросить. Полностью новую станцию с 10 абсолютно новыми агрегатами запустили в 2014-м, через 5 лет после того утра. Гигант вернулся к работе, но цена этого возвращения оказалась не только в деньгах и годах. Цена измерялась не только 5 годами и десятками миллиардов рублей. — 75 погибших. Работники станции
ремонтники, инженеры, оказавшиеся тем утром на нижних отметках зала. На гребне плотины позже установили мемориал с их именами. Каждый год в годовщину сюда приходят родственники, и станция на минуту приспускает флаги. Расследование назвало виновных прямо. Ту самую разрушительную вибрацию второго агрегата фиксировали приборы, но сигналы игнорировали систему автоматической защиты, которая должна была остановить машину. Толком не наладили после ремонта ответственные люди, знали о рисках и не остановили агрегат. Несколько руководителей и специалистов станции пошли под суд, кого-то приговорили к реальным срокам. Впервые в истории отечественной гидроэнергетики за аварию на станции сели конкретные люди. Уроки вписали в железо. На новых агрегатах поставили защиту, которая сама глушит турбину при опасной тряске, не дожидаясь команды человека. По всей стране прошли проверки других гидроэлектростанций, искали такие же уставшие шпильки, такие же проигнорированные вибрации. Саяна, Шушенская из символа советской инженерной мощи, превратилась в главный учебник по тому, чего делать нельзя. Сегодня станция снова первая по мощности в России и одна из крупнейших на планете – 6400 мегаватт. 10 новых агрегатов, работающих под непрерывным присмотром сотен датчиков внутри тела плотины. Резервный водосброс, построенный в той отчаянной гонке, стоит рядом наготове, на случай, если Енисей когда-нибудь снова принесет слишком много воды. А сама стена, ради которой залили 24 миллиона тонн бетона, продолжает выгибаться дугой в узком Саянском ущелье и держать напор реки, как держала все это время. Она пережила протечки первых лет, пережила удар, от которого дрогнули сейсмографы за сотни километров, и осталась стоять. Летом на смотровой площадке над водосбросом собираются туристы. Смотреть, как через край с ревом уходит вода, поднимая облако водяной пыли, в котором в солнечный день всегда висит радуга. Мало кто из стоящих там знает, что ровно под их ногами в бетоне до сих пор тикают датчики, считающие каждый миллиметр, на который сдвинулся гигант.